Германия уже давно стала законодателем автомобильных мод, а произошло это в середине XX века. Но если вспомнить, до этого все внимание было приковано к таким гигантам, как Ford. Тогда появившийся Mercedes уже с самого начала не зарекомендовал себя. Однако немецкая натура сделали свое дело, и мир увидел появление концерта Audi, который сегодня знает весь мир. У истоков автоконцерна стоит немецкий инженер по имени Август Хорьх. Август был родом из семьи обычного кузнеца, и семья жила совсем небогато, из-за чего в возрасте 13 лет мальчику пришлось бросить школу, чтобы помогать отцу. А уже в 16 лет Август работал на вагоностроительном заводе в Геттельберге наравне со взрослыми. Раннее взросление повлияло на него, и он понял, что только целеустремленность, напористость и трудолюбие смогут позволить ему вырваться из нищеты и хоть чего-то добиться в этой жизни. В период 16 лет Август работал и копил деньги, и лишь в возрасте 20, уже будучи почти взрослым, он смог снова возобновить свое обучение, самостоятельно сдав экзамены. Закончив Саксонское инженерное училище, получил рабочее место на литейном заводе в Ростоке, а чуть позже и в конструкторском бюро Лейпцигской судостроительной фирмы. Именно живя в Лейпциге, Хорьх впервые увидел автомобили марки Benz Velo. В то время мир не знал, что такое автомобиль, и, появившись на улице, такое чудо вызвало интерес у людей. Став первым серийным автомобилем в 1300 экземпляров, данное изобретение не вызвало у Августа особого впечатления. Даже наоборот, нашему герою настолько не понравилось, что он писал Карлу Бензу письма с просьбой принять его на работу. В письмах он описывал все свои замечания, которые ему не понравились. Удивительно, правда? Именно так простая случайная встреча идущего домой с работы парня с автомобилем навсегда изменила не только его жизнь, но и в целом историю автомобилестроения. И вы не поверите, но когда Карл Бенц прочел его письмо и заинтересовался молодым мужчиной, он сразу же пригласил его на работу в компанию, а уже спустя месяц выделил ему даже должность руководителя производства, которую Хорьх занимал на протяжении 3 лет. Папа Бенц, именно так Август называл создателя марки, и стоит сказать, что Карл научил Августа многому. Единственное, что очень возмущало Хорьха, это консерватизм Бенца во всем. Он хотел внедрять что-то новое, творить, разрабатывать. Ему хотелось самому пробовать свои силы. Тем более за плечами был уже опыт, приобретенный под руководством изобретателя автомобиля. Но Бенц не давал ему разогнаться. В конце концов, молодой инженер задумался о своем автомобильном производстве, но понимал, что без нужных инвестиций его идеи останутся лишь в его голове. На удивление, нашему герою и здесь очень повезло. Целеустремленным Августом заинтересовался один из богатых промышленников, который и помог с открытием фирмы, дав название А. Хорьх Энка. В 1899 году штат фирмы насчитывал 11 человек, но приумножившись через полгода и приложив свой немецкий характер, в 1900 году был выпущен первый автомобиль. Его двухцилиндровый мотор мощностью 4 лошадиных сил отличался тихой и ровной работой, а сам конструктор изо всех сил старался превзойти учителя. Двигатель располагался спереди, привод на задние колеса осуществлялся кожаным ремнем. Коробка передач была сблокирована с главной передачей, очень смелое для того времени решение. Кузов заказали в кёльнской мастерской Утермоль. Именно таким было начало знаменитой впоследствии марки, и так было заложено начало будущему концерну. Всего через 2 года был выпущен еще один автомобиль Хорьх Модел 2, созданный совместно с инженером Фрицем Зейделем, благодаря чему компания смогла переехать с небольшого ангара в завод побольше, расположенный в Рейхенбахе, а штат работников вырос уже до 100 человек.
Но амбиции Августа были настолько большими, что производство не успевало за его новаторскими идеями, и в 1903 году компания вновь переехала, на этот раз в Цвикау. И в том же 1903 году Август смог найти дополнительные денежные средства и активно занялся разработкой своей следующей модели, а штат работников выращей модели. Так, на выпуск новых автомобилей ушло 4 года, но эти 4 года окупились за несколько месяцев выпуском 307 экземпляров Хорг Z, оснащенного 22-сильным мотором. К этому моменту капитал компании вырос в несколько раз и насчитывал уже 525 тысяч риксмарок. Но только лишь на этом Август не собирался останавливаться. В то время самой лучшей рекламой автомобилей были гонки, и, конечно же, любой уважающий себя производитель просто обязан был представить на них свое творение. С 1906 года автомобили марки Хорька стали активно участвовать в заездах. И как бы там ни было, но именно гонки после проигрыша на приз Генриха Прусского и стали началом конфликта Августа с акционерами, которые считали Хорька авантюристом и были не согласны с его идеями, связанными с развитием компании. Именно из-за этих разногласий по решению суда Хорьку пришлось покинуть правление фирмой, названной его именем. Фактически его просто вышвырнули за забор. Так Август Хорьх остался неудел. Около полугода Август ничем не занимался. У него была депрессия, но в то же время по вечерам он записывал в блокнот все новые и новые идеи. И когда тот самый маленький блокнотик был уже почти исписан, он словил себе на мысли, что никогда и никто не даст ему их реализовать, если он не возьмет все в свои руки. Слава богу, к тому времени он уже заработал неплохой авторитет и нужные знакомства. И заняв у друзей и деловых партнеров огромную по тем временам сумму в 200 тысяч марок, необходимых для нового предприятия, Хорьх, чья фамилия в переводе значит «слушай», мучительно думал над возможным названием своей новой фирмы. И как часто это бывает, простая случайность сделала свое дело. Как-то раз мальчик-школьник, сын одного из друзей инженера, как раз изучавший латынь, просто склонял его к присутствию глагол «аудайр», что также означало «слушать». И думаю, как вы уже поняли, название новой фирмы было придумано, которое стало синонимом слова «хорьх». «Ауди» с латинского переводилось также «слушай». Так новая компания была создана всего через несколько месяцев в 1910 году в городке Кемниц и получила название Audi Автомобильворк GmbH. Я при всех обстоятельствах стремился строить только большие и хорошие автомобили из первоклассного материала, сказал Хорьх, разворачивая дела на новом месте. И он не обманул. Первый автомобиль, выпущенный под маркой Audi, модели AU22, был оснащен 4-цилиндровым мотором рабочим объемом 2612 Нм и развивал 22 лошадиные силы. И всего через год автомобили Audi уже участвовали в гонках, получая призовые места. В этот период были выпущены такие модели, как C1-435, выпускаемая аж до 1925 года, а также модельный ряд DE. До рубежного в истории 1914 года Хорьх активно занимался конструированием. Но отношения с акционерами снова складывались не слишком хорошо. Но в данной ситуации выигрышным было то, что еще до войны Август Хорьх успел занять административные посты в городских структурах, а также стал членом совета Фельдкрафтваген, компании, занимавшейся продажей армейских автомобилей. Встав уверенно на ноги, Хорьх переехал в Берлин. И, как сам он тогда говорил, там было сердце Германии, там был источник. Но даже это не помогло, и история опять повторилась. Пока он был в Берлине, тем временем в Цвикау, акционеры устранили Хорьха от непосредственного руководства Audi. Он остался только членом наблюдательного совета, но авторитету конструктора в автомобильных кругах это, надо сказать, совершенно не навредило.
Уже в 1922 году Брауншвейгский технологический университет присвоил Хорьху звание почетного доктора наук, и он стал часто присутствовать на различных публичных мероприятиях. Хотя он уже больше никогда не возвращался к конструированию автомобилей, но даже спустя 8 лет в 1930 году в специальной периодической печати можно было прочитать объявление: в критических случаях обращайтесь за советом к доктору-инженеру Кольху. В 1928 году эта марка была выкуплена мотопроизводителем Дикави, и в 1931 году состоялся дебют автомобиля с передним приводом Дикави F1. Эта модель была полной противоположностью всем тем, которые выпускались при руководстве Хориха. Во-первых, из-за мирового экономического кризиса автомобили с большим объемом двигателя больше не пользовались спросом. Тогда глава Audi поручил разработать компактный автомобиль с передним приводом. Собственно, таким и был DKV F1. Экономический кризис значительно повлиял и на дальнейшее развитие компании. Санкционский муниципальный банк, являющийся официальным кредитором нескольких компаний, в том числе и Audi, переживал за свои немалые инвестиции, из-за чего, скорее всего, было принято одно важное и глобальное решение. 29 июня 1932 года все заводы Audi, Хорх, Wanderer и DKV объединились в один концерн – Auto Union AG. Символом этого концерна стали всем известные 4 кольца, которые означают слияние 4 компаний. Поначалу логотип Audi использовался только на гоночных машинах. Простые же автомобили каждая компания производила под своим брендом и украшала собственными эмблемами. Но вскоре значок получили все производимые механизмы. После такого глобального слияния концерн за считанные дни стал вторым автопроизводителем в Германии, где каждая из компаний занималась отдельной отраслью автомобильной промышленности. Так, к примеру, Audi занималась спортивными автомобилями, DKV — мотоциклами, Хорх — большими и богато отделанными автомобилями и Wanderer — средним сегментом класса люкс. Ну а мы с вами подобрались к 1944 году. И думаю, что вы понимаете, что война внесла свою корректировку в работу концерна. В конечном итоге, к концу войны оказалось, что большая часть заводов разрушены, оборудование демонтировано и вывезено из страны. От закрытия компанию спас тот факт, что часть оборудования еще незадолго до масштабных военных действий было перевезено в Баварию. Там все время продолжался выпуск мотоциклов и всех комплектующих. Официально компания снова была зарегистрирована только к концу 40-х годов с появлением первого послевоенного автомобиля DKW F89P Master Class. А к концу 50-х годов концерн продал 88% своих акций компании Daimler-Benz AG. Но через пару лет эта же компания и вовсе выкупила все правопользования. Но финансовое состояние и этой компании оставляло ожидать лучшего, из-за чего Auto Union в 1964 году вошла в состав Volkswagen. В то время об Audi мало что известно. Автомобиль с этим брендом тогда никто не позиционировал. Но так было ровно до того момента, пока под руководством нового управляющего не возобновилось производство автомобильного ряда Audi. Причем Audi возродилась из пепла тайно. После поглощения Audi компанией Volkswagen вся мощность производства была направлена только на разработки автомобилей Volkswagen, а бывший конструктор Audi Людвиг Краус, который трудился уже на новую компанию, тайно работал над разработкой новой модели. И стоит сказать, что когда об этом узнали Volkswagen, то ему мешать не стали. Именно так, друзья, и появился автомобиль среднего класса Audi 100, который вскоре станет настоящей легендой. Автомобиль предлагался в кузове двух- и четырехдверного седана и фастбека.
Он стал родоначальником целого семейства авто, все представители которого сохранили систему переднего привода и продольное расположение двигателя. Эти авто пользовались огромной популярностью не только в Германии, но и в СССР, куда ввозились в огромном количестве, особенно после выхода второго поколения. Модель характеризовалась прекрасными динамическими характеристиками, практичностью и высокой комфортабельностью. Но вновь уверенно Audi стала на ноги только лишь в 1969 году, после объединения с фирмой NSU Motorenwerk AG, и уже в 1972 году выходит Audi 80, компактный автомобиль, который делил платформу с Volkswagen Passat и предлагался в кузове седан или универсал. Позднее вышел и люксовый вариант этого авто – Audi 90. Модель получила переднюю подвеску Макферсон и телескопические амортизаторы. Он предлагался с линейкой бензиновых моторов мощностью от 54 до 100 лошадиных сил, а в 1973 году эта модель была названа Европейским автомобилем года, оставив позади Альфа-Ромео Альфетта и Рено 5. А через год конструкторский отдел марки возглавил Фердинанд Пиех, под руководством которого были внедрены пятицилиндровый двигатель, технология турбонагнетания и полный привод на легковом авто. В 1985 году компания переименовывается в Audi AG и продолжает развиваться, внедряя инновации, что привело к использованию полностью оцинкованного кузова бензиновых двигателей с турбонаддувом, дизельных двигателей с непосредственным впрыском, усовершенствованной аэродинамики, алюминиевого кузова, а также мощных 8- и 12-цилиндровых двигателей. А в 1993 году 20 века была образована Audi Group, в состав которой со временем вошли венгерское и бразильское подразделения. К тому же были поглощены британская Cosworth Technology и итальянские автомобили Lamborghini, ну и, конечно же, испанская Seat. 3 марта 1980 года на Женевском автосалоне Audi представляет сенсационную новинку – первый легковой автомобиль с полным приводом Quattro. Идея установки системы полного привода на легковой автомобиль появилась еще при тестировании вездехода VW Iltis. Его прекрасная управляемость на заснеженной дороге натолкнула инженеров на мысль поставить такую же систему на модель Audi 80. И именно так через год появился готовый конструкторский проект, а сам автомобиль назвали Quattro, что с итальянского означает «4». Сначала автомобиль высмеивали и критиковали за сложную конструкцию и большой вес. И именно так через год появился готовый конструкторский проект, а сам автомобиль назвали Quattro, что с итальянского означает «4». Сначала автомобиль высмеивали и критиковали за сложную конструкцию и большой вес. Однако Quattro начал ставить рекорды на соревнованиях, завоевав немало трофеев. Кроме того, компания вскоре выпустила беспроигрышный рекламный ролик, где модель поднимается по лыжному трамплину. Он считался самым легким в своем классе силовым агрегатом. Следующее крупное изменение в модельной линейке произошло в 1995 году, когда модель А4 пришла на смену Audi 80. Новинка базировалась на той же платформе, что и Volkswagen Passat пятого поколения. По габаритам она почти не отличалась от модели, которая пришла на смену, однако получила ряд инноваций. Автомобиль отличался улучшенной курсовой устойчивостью и высокими показателями пассивной безопасности. Также Audi 100 сменяется A6, которую относили к бизнес-классу. Она оснащалась бензиновыми моторами, в том числе с двойным турбонаддувом, дизельными силовыми агрегатами, а также системой полного или переднего привода. Что же касается спортивных купе Audi TT, то впервые их показали на Женевском автосалоне в 1998 году, а годом позже — Roadster.
Автомобиль комплектовался передним или полным приводом, а начиная со второго поколения – двигателем с турбонаддувом и автоматической коробкой передач. Стоит также отметить, что именно с 1994 года марка стала стремительно завоевывать новый для себя премиум-сегмент, представив миру представительский седан Audi A8. Автомобили этого бренда довольно быстро завоевали сердца миллионов поклонников по всему миру. Но не просто так, а прежде всего за повышенный комфорт, хорошую шумоизоляцию, надежный негниющий кузов, ну и, конечно же, надежность. Даже в наше время на дорогах можно увидеть достаточно много представителей того золотого поколения автомобилей 90-х без единого признака ржавчины. Приличные объемы продаж позволили компании даже взять под свое крыло еще одну не менее известную марку итальянских суперкаров – Lamborghini. А благодаря слаженной работе конструкторов Audi в 90-х бренд обретает второе дыхание. То же самое можно сказать и о мотоциклах Ducati. Марка также перешла под надежное крыло Audi. Начало-середины нулевых также стало хорошим временем для компании. Именно тогда, в 2005 году, был представлен первый внедорожник марки Audi Q7 с системой постоянного полного привода, шестиступенчатой автоматической трансмиссией и опциональным электронным помощником при перестраивании. А в 2007 году компания представила двухместный спортивный автомобиль R8 с центральным расположением до двигателя, который базируется на платформе Lamborghini Gallardo. Он использует алюминиевый монокок и систему полного привода. К тому же это был первый в мире серийный автомобиль с полностью светодиодными фарами. С того момента, как был выпущен первый автомобиль Audi до сегодняшнего дня, производство машин год от года увеличивается, а начиная с 2010 года оно перевалило за 1 миллион единиц в год. К тому же модельный ряд Audi весьма обширен, и он представлен и машинами представительского класса, и гоночными автомобилями, и суперкарами, и кроссоверами, и, конечно же, самыми обычными седанами. Но, как бы там ни было, а даже малолитражки от Audi — это не просто автомобиль. Сегодня это показатель успешности и вкуса его владельца. Также, думаю, вам будет интересно узнать и несколько фактов об этом бренде. Для тех, кто не в курсе, то именно Audi была первой компанией, которая стала проводить краш-тесты. Причем первый краш-тест был проведен аж в далеком 1938 году. Также еще в начале пути автомобилей премиум-класса Audi, Хорх, пользовались огромной любовью зажиточных немцев. Еще одним интересным фактом является то, что автомобили марки Audi пользуются большой популярностью среди молодежи до 30 лет. И это даже несмотря на свою консервативность и высокую стоимость. Также первым в мире автомобилем, разогнавшимся до скорости 200 км в час на дистанции в 1 км, стал Audi. В настоящее время в концерне работают более 100 тысяч человек, а автомобили и мотоциклы официально представлены более чем в 120 странах мира. При этом 17 производственных площадок Audi расположены в 13 странах. Но даже несмотря на эти ошеломляющие объемы производства и прочие инновации, в центре внимания деятельности концерна все так же находится разработка новых моделей и экологических технологий будущего. При этом мощность и качество, требования, которые предъявлял к своим машинам еще основатель марки Август Хорь, сегодня отражаются в каждом автомобиле этого бренда. Стиль Audi основан на изысканном рационализме. Дизайн автомобилей подчеркнуто классический, то есть функциональность преобладает над эффективностью даже во внешности. И, собственно, наверное, именно за это Audi любят многие его поклонники, люди с высокими доходами и большой избирательностью.
Что же касается отца-основателя компании, то после того, как Август покинул ее ряды, к нему, как одному из патриархов немецкого автомобилестроения, благосклонно относилась нацистская элита. Он по-прежнему заседал в Совете Министерства. Умело играя свою роль, Хорьх, в частности, активно выступал за ограничение ввоза американских автомобилей. А в 1942 году Хорьха избрали вице-президентом наблюдательного совета «Автоюнион». Но концерну, как собственно и Рейху, к тому времени оставалось жить уже недолго. Тихо уйдя в отставку, Хорьх до последних своих дней гордился тем, что в свое время он дал большой старт такому автогиганту. Окончил свой земной путь отец Ауди 3 февраля 1953 году в Баварии, тихо и без лишних помпезностей. Но, как бы то ни было, обе марки, обязанные своим рождением Хорьху, отнюдь не забыты. Автомобили Хорьх стоят в одном ряду с самыми знаменитыми автомобилями 30-х годов. Ну а марка Audi жива и поныне, хотя ее автомобили строят уже не в Цвикау, а в Ингольштадте. Audi имеют прекрасную репутацию во всем мире. И думаю, это лучшая память Августе Хорхе, талантливом конструкторе, имя которого навсегда останется в истории автомобилестроения. Друзья, а как лично вы относитесь к автомобилям Audi? И был ли у вас опыт их владением? Пишите свое мнение в комментариях. Но на сегодня, пожалуй, это все. Оценивайте видео, подписывайтесь на канал и до скорого. Пока!